Приветствую, дорогие подписчики и гости моего канала. Наконец-то я добралась до записи мастер-класса по изготовлению вот такого брелочка, котика с сосисками. Вяжется такой котик достаточно быстро, просто. Данный мастер-класс особенно подойдет для новичков, если вы даже еще ни разу не вязали. Итак, сейчас расскажу по материалам и инструментам. Вязала я котика из пряжи Этамин. Это стопроцентный акрил в 30 граммах 180 метров. Серый основной цвет номер 449С, черный 422. Сосиски я вязала вот из такой розовой пряжи 436. И перепоночки вот эти вот делала ниточкой Ярнард Ирис, цвет 934. В мастер-классе я решила вязать его из белого цвета с вот такими коричневыми полосочками. Итак, белый цвет основной 421, а полосочки я буду вязать цветом 447, а сосиски точно так же я буду вязать этим же цветом. Еще потребуется холофайбер для наполнения игрушки, колечко для брелка, можно с карабином, там разные, любые. И еще вот такое дополнительное колечко, надеюсь, на камеру видно, я его уже предварительно вдела сюда. То есть это для того, чтобы отдельно прикрепить сосиски. Вязала я крючком номер 1. Также нужны будут ножнички и иголочки для разметки и пришивания. Это все материалы и инструменты, которые нам потребуются. Приступаем к вязанию. Да, и еще хотела сказать о том, что на канале доступны качественные субтитры более чем на 36 языках. Если языка вашей страны нет, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, мы обязательно его добавим. Также, если вам нравится моя деятельность, пожалуйста, поддержите меня лайком и комментарием. Теперь приступаем к вязанию. Начинаем с вязания лапок. 4 лапки вяжутся одинаково. Одну мы свяжем вместе, а остальные самостоятельно. Итак, делаю кольцо амигуруми. Вот таким образом сложила. Захватываю ниточку и делаю петлю подъема. Теперь набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вяжу я методом крестики, то есть ниточку захватываю сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо и ставлю маркер ниточкой контрастного цвета для обозначения начала ряда. Мы провязали с вами первый ряд, у нас получается 6 петелек. Второй ряд 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 3 раза, вот начиная с первой петельки. Хвостик я обвязываю. 1 столбик, первая, прибавка, второй столбик, вторая, прибавка, третий столбик и третья прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 9 петелек. Третий и четвертый ряд вяжем просто 9 столбиков без накида по кругу. Маркер перекидываю.
Вот с первой петельки. Один, два, в каждую петельку, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали третий ряд, четвертый ряд вяжем точно так же, самостоятельно. Провязала четвертый ряд. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петлю и ниточку отрезаем. Можно оставить сразу для пришивания, чтобы потом вот здесь внутри немного нужно будет их сшить. Но я оставляю коротенькие, их ввязываю, а пришиваю отдельно. То есть тут по желанию. Итак, одна лапка готова. Таких точно вяжем еще 3 детали. 4 лапки готовы. Теперь будем вязать туловище. Набираем 9 воздушных петель. Проворачиваем и закрепляем. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас мы будем вязать, начиная со второй петельки от крючка. И чтобы не путаться, можно маркер поставить сразу. Вот так. Со второй петли от крючка вяжем 7 столбиков без накида. Вот первая петелька. И вот вторая. Вот так. 1 в каждую полупетельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В последнюю воздушную петлю мы вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Теперь по обратной стороне за оставшиеся полупетельки, вот они, мы вяжем 6 столбиков без накида. Вот еще раз покажу. Вот оставшиеся полупетельки. Вот этот хвостик я ввязываю. 1. Вот следующая. 2. 3. 4. 5. 6. Хвостик убираю вниз. 6. И вот одна оставшаяся. Сюда мы вяжем прибавку. Так. Провязали первый ряд, и у нас должно получиться 18 петелек. Второй ряд. Вот перекидываю маркер. Вот первая петелька. Сюда мы вяжем 1 столбик без накида. Дальше прибавка.
Потом 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 5 раз. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка. Продолжаем. 1, 2, пятая прибавка и 1 столбик без накида. Провязали второй ряд. У нас получается 24 петельки. Третий ряд. Перекидываю маркер. 1 столбик без накида. Вот с первой петельки. В следующую прибавка. Затем 3 столбика без накида, прибавка, повторяем 5 раз. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка. Продолжаем. 1, 2, 3, пятая прибавка и 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали третий ряд. У нас получается 30 петелек. Четвертый ряд. В этом ряду мы будем ввязывать лапки. 2 столбика без накида. 1, 2, прибавка. Дальше прикрепляем лапку. Здесь не принципиально, где вы будете присоединять. Можете это сделать здесь, чтобы было удобно. Я присоединяю перед вот этим соединительным столбиком, для того, чтобы ввязать вот эту ниточку. 1. Вяжем 4 столбика без накида по лапке. Хвостик я ввязываю. 2, 3, 4. Теперь необходимо пропустить 4 петли по животику. Вот эта петля провязана. 1, 2, 3, 4. И вот сюда вяжем, начиная с этой петли, 2 столбика без накида. 1, 2. Снова присоединяем лапку и вяжем 4 столбика без накида по ней. 1, 2, хвостик я ввязываю, 3, 4. Снова пропускаем 4 петли. Вот провязанная. 1, 2, 3, 4. Начиная с этой петли вяжем 5 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5 присоединяем и вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Снова 4 пропускаем. Вот провязанная. 1, 2, 3, 4. Сюда с этой петли вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Прикрепляем 4-ю лапку. И вяжем 4 столбика без накида по ней. 1, 2, 3, 4. Пропускаем снова 4 петли. Вот провязана. 1, 2, 3, 4. Вот остается 2 петли до маркера. В эту вяжем прибавку. И 1 столбик без накида. Провязали 4-й ряд. У нас получается 32 петли по кругу. Подтянула маркер. 5-й ряд. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше прибавка. Вот в следующую петлю. 7 столбиков без накида, прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, первая прибавка. Продолжаем. 6, 7, третья прибавка. Теперь 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3. Провязали 5-й ряд. У нас получается 36 петелек. Вот так получается. Лапки мы прикрепили, ввязали. И потом уже в готовом виде вот эти лапки пришьем вот здесь. Итак, на данном этапе видео я завершаю. Со следующего ряда мы будем прикреплять ниточку другого цвета и вывязывать полосочки. Благодарю вас за внимание, благодарю за просмотр и поддержку. Пожалуйста, поддержите меня лайком, дайте обратную связь, все ли понятно, все ли получается. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.